Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какое изменение в позициях SOT FTSE и в позициях на фьючерсах в форте произошли и как это будет влиять на следующей неделе на движение котировок. Так, давайте начнем с числа активных буровых установок от Baker Hughes. Они продолжают весьма-весьма оптимистично расти, и текущее количество, с моей точки зрения, оно избыточно. То есть такое положение дел, оно говорит либо о том, что какие-то повышенные ожидания с ростом цен на нефть, возможно движение на 94 в текущем году, либо вот это движение, оно должно завершиться, оно должно выйти на плато в диапазоне 300-320. Вот. Поэтому я думаю, здесь в ближайшее время ситуация, она либо разрешится, они начнут несколько проседать, либо если они не начнут несколько проседать, то весьма вероятно мы увидим дальнейший рост цен на нефть. Ну, не сразу, в любом случае нужен какой-то коррекционный откат, но то, что они так бурно наращивают активные буровые, это говорит об ожидании, что цены на нефть не будут снижаться. Дополнительная информация о том, что в Америке ожидается достаточно такой мощный сезон ураганов в этом году. И, соответственно, осенью вполне может возникнуть эта дополнительная поддержка для цен на нефть. Так, что касается алюминия, ну здесь все движение идет в боковике, потому как если нету активного восстановления авиаотрасли, то, соответственно, на алюминий спрос особо большой не будет. Так, друзья, еще раз обращаю внимание, если, может быть, кто-то не смотрел, первый раз включил, я рассматриваю позиции SOT FTSE, это позиции трейдеров на Чикагской бирже. Рассматриваю котировки, значения по фьючерсам нон-коммерсов, то есть то, что принято считать так называемыми американскими спекулянтами. Там есть несколько групп, соответственно, агрегации этих позиций. Я за точку отсчета беру именно коммерсов, потому что с моей точки зрения они дают наиболее высокую корреляцию в части изменения позиций и последующего движения в течение либо недели, либо первой половины недели. Вот эти данные, которые выходят в пятницу вечером, они отражают, какие позиции срез были во вторник, во второй половине дня. То есть они идут с некоторой задержкой, но тем не менее они достаточно хорошо во многих случаях описывают то, что будет с активом на следующей неделе, ну или в первой половине. Так, далее медь. По меди идет снижение лонгов. Тут ситуация, она в общем-то указывает на то, что возникло расхождение, и это расхождение, оно будет в ближайшее время распиливаться. Потому как недельный график по меди указывает на то, что рост должен продолжиться, в то время как лонги срезают и срезают. Ну, здесь, собственно говоря, вот этот период, когда апрель закончится отчетность по американским компаниям, и весьма вероятно, что в мае, в середине мая мы увидим коррекционный откат, в том числе и по меди. Вот. Но пока вот это движение на недельном графике, я думаю, это все в пределах боковика. Потому как динамика позиций у спекулянтов, то, что режут лонги, указывает на то, что весьма вероятно выход отсюда будет на 7600, вот сюда вот. Либо будет какой-то коррекционный откат, и потом по факту того, как соберутся с силами, с духом, пойдет новая волна роста. Так, друзья, далее нефть. По нефти планомерно каждую неделю по чуть-чуть срезают лонги. Вот. Ну и это говорит о том, что весьма вероятно по нефти мы можем увидеть коррекционный откат как раз вот на 56. Такое вполне может произойти в мае текущего года. Сейчас, скорее всего, по нефти не будет резких движений вниз. Ну и ситуация такова, что без обвала на мировых площадках по нефти обвала тоже не будет. Вот. То, что произойдет в мае по факту окончания сезона отчетности в США, но скорее всего коррекционный откат-то будет, вопрос только в его объеме. Пока как бы значительная просадка на текущий момент на ум не приходит. Такое ощущение, что момент, когда произойдет обвал, его ну, либо мы его действительно проедем успешно, либо его все-таки перенесут на осень. Но точно здесь можно будет сделать вывод только после окончания сезона отчетности.
Так, далее золото. По золоту, несмотря на рост, все равно режут лонги. Если переходить на график сравнения, то здесь можно увидеть, что на текущий момент идет расхождение между движениями в цене по золоту и изменением позиций у американских спекулянтов, нонкоммерсов. Когда такие моменты возникают, они очень часто предшествуют какому-то сильному движению. Вопрос только в том, как это разрешится. Я думаю, в течение 1-2 недель, то есть до конца апреля, вот эта ситуация, она определится, кто здесь прав, а кто стоял не в ту сторону. Но пока больше факторов указывает на то, что по золоту отскок и рост цен, он на текущий момент не закончился. Так, друзья, далее природный газ. Здесь ситуация практически без изменений. Шорты как и были, так и оставили. И дальше, соответственно, то, что нас интересует, это NASDAQ и S&P. И по NASDAQ и по S&P, как мы видим, идет снижение шортовых позиций у спекулянтов. Ну, то есть, видимо, спекулянты уже не выдерживают в ожидании разворота и постепенно начинают выгорать, освобождая площадку для разворота и коррекционного движения вниз. Ну, с моей точки зрения, вот в данном случае, то, что касается позиций по NASDAQ и по S&P, вот эти вот шорты, которые постоянно висят уже на протяжении энного времени, они указывают, ну как вот мне это видится, что кто-то просто уперся и решил стоять до конца, пока не наступит разворот. И не начнут рынки падать, корректироваться. Конечно, здесь до мая уже осталось совсем ничего. И ну, действительно, весьма вероятно, в середине мая мы увидим коррекционный откат. Вопрос только в его размере. То есть, ну, пока на текущий момент предпосылок для того, чтобы это было обрушение, их, скорее всего, не будет. Они возникнут чуть позже. Вот. И поэтому вот эти шорты, это вставание против того цунами, который вызвал денежный поток, условно говоря, напечатанных денег. Вот. Мне кажется, все-таки эта позиция, она была весьма адвантажна. И именно за счет того, что они есть, вот этот вот рост и новые рекорды, каждый день они не перестают затихать. Ну и хотел отметить, что позиция по данному инструменту, наверное, она не вполне соответствует тому движению, которое идет на рынке. И здесь, скорее всего, имеет место быть на текущий момент обратная корреляция. Вот когда их всех дожгут до какого-то значения, ну, NASDAQ, я так думаю, до нуля, а S&P, наверное, до минус 15, минус 20. Вот здесь все основания для коррекционного отката хорошего, они и появятся. Так, друзья, далее серебро. По серебру проснулись и запели, пошел рост лонговых позиций. По серебру все ожидают роста. Ну, как все американские спекулянты. Так, канадский доллар, он находится в боковике. Здесь особо добавить нечего. Ну, по мексиканскому песо приблизительно такая же ситуация. Только там шортовые позиции по нему. Примечательно то, что эти две валюты, они как и рубль, достаточно взаимосвязаны с нефтью. Так, ну по Бразилии ситуация тоже почти не изменилась. Ну и в общем-то по всем оставшимся инструментам, это и японская иена, и рубль-доллар, и евро, ситуация от той недели практически не изменилась. На что хотел здесь обратить момент. Ну как бы по рублю, как вы видите, веру пока никто не утрачивает в рубль. А по евро ситуация достаточно интересная. Опять же, она во многом схожа с тем, что сейчас происходит в золоте. То есть идет снижение лонгов у спекулянтов и при этом идет планомерно рост цен. То есть, ну, вот такое расхождение, оно приведет к тому, что будет, скорее всего, резкий выход. Что касается евро, здесь ситуация пока ясна не до конца. Многие финансовые институты сделали ставку на то, что в мае произойдет разворот и будет значительный рост евро против доллара. Пока что американские спекулянты делают противоположную ставку. Они считают, что евро в ближайшее время развернется и начнет проседать. Но если рассматривать с исторической точки зрения динамику движения в SOT SFTC, которое происходит у спекулянтов, то здесь вот это все движение на снижение, которое пошло, для его завершения необходим еще один задерг
и переписывание вот этого хая, то есть рост евро против доллара. Как это будет вырисовываться на практике, пока не ясно до конца. На текущий момент что мы имеем, какую диспозицию? В Соединенных Штатах инфляция, рост цен идет быстрее, чем в Европе. Но имеется в виду по сравнению с прогнозными значениями, которые ожидались. Соответственно, если такая диспозиция сохраняется, это будет придавать силу евро в росте против доллара. Опять же, здесь речь идет о соответствии прогнозу. Если выходящие данные по инфляции превышают прогнозные значения, это говорит о том, что, соответственно, обесценивание происходит быстрее там, где растет инфляция выше прогноза. И, соответственно, эти ожидания не толкают к тому, что, по логике вещей, по закону жанра, все должны переходить в тот актив, который меньше, по крайней мере, по сравнению с прогнозом обесценивается. Но то, что касается евро-доллара, здесь, мне кажется, более логичным разворот в ближайшее время и рост лонгов у американских спекулянтов. Ну и, соответственно, движение вверх по паре евро-доллар. Так, друзья, далее соты по биткоину. Но здесь, на самом деле, соты по биткоину, они не показательны, идут не очень большие движения, потому что, все предпочитают вживую в крипте рубиться. И, по-моему, эти инструменты, связанные с фьючерсами на крипту, они особого развития не получили. И весьма вероятно, они не получат на биржах классических достаточно высокой степени ликвидности и развития. Это как бы связано с тем, что это новая технология, которая вполне логично развивается сама по себе. Ну и за прошедшую неделю американские спекулянты увеличили ставку на снижение биткоина, то есть криптовалют. Но если мы посмотрим вот весь этот график, он находится в шортовой зоне, то есть здесь, судя по всему, кто-то просто осуществляет хеджирование позиций за счет того, что открывает деривативы. Так, ну и далее соты по индексу доллара. Здесь американские спекулянты делают ставку на то, что индекс доллара отскочит и начнет расти. Но мне кажется, здесь краеугольный камень кроется в пробитии, не пробитии сильного уровня. Вот он, индекс доллара, и, соответственно, закрытие произошло чуть-чуть выше сильного уровня. Вот. Но здесь в целом на недельном таймфрейме разворотная формация. И на самом деле вот это движение, которое здесь возникло, оно с высокой степенью вероятности ведет на 90,2. Но вопрос в том, как будет преодолен этот барьер. Будет пробитие на следующей неделе или не будет. Если на следующей неделе будет пробитие, и мы начинаем торговаться ниже сильного уровня 91,51, то, соответственно, в этой ситуации, возможно, на следующей неделе, возможно, через неделю, мы весьма вероятно увидим вот это движение на 90,2. Вот сюда вот. Так, друзья, давайте посмотрим, что с позициями на форсе и ММВБ. Так, по РТС здесь ожидание того, что в понедельник, по крайней мере с утра, будет рост во фьючерсе. По Сбербанку ставка на коррекционный откат и на то, что Сбербанк пойдет вниз, к нижней границе. Обращаю внимание, здесь цены от акций отличаются, потому что этот фьючерс. И, соответственно, значение фьючерса указывает на то, что все-таки ожидания по Сбербанку на ближайшую перспективу июнь, они негативные. Так, далее Газпром, здесь ставка на рост в понедельник по Газпрому. ВТБ, здесь ставка на коррекционный откат. Так, по Норильскому никелю, я смотрю, набрали силу для того, чтобы сходить наверх. Потому что он, получается, задержался. Но размер этого движения мы проанализируем в понедельник. Куда это может привести такое изменение позиции. Так, далее рубль-доллар, сишечка. Здесь ставка на то, что доллар будет к рублю расти. Евро-рубль. Здесь обратная ситуация. Ожидают, что рубль к евро укрепится. Но на самом деле, когда такие моменты возникают, они предшествуют тому, что будет какое-то непрогнозируемое движение. Но когда расхождение в рублевых парах в евро-рубль и доллар-рубль. Но здесь, конечно, завязано еще движение и на том, как в евро-долларе осуществляется. Но на самом деле даже и без евро-доллара, вот когда такие расхождения возникают, они предшествуют какому-то задергу, по крайней мере краткосрочному. Так, евро-доллар, здесь на боковик ставка.
Так, британский фунт, видимо, за него взялись, его будут отращивать против доллара. Ну, кстати, это вполне коррелирует с сотами, только фьючерсы на форсе, изменение позиции, работает день-полдня. Соты они все-таки придают заряд на неделю или на полнедели. Так, а вот по бренду сделали ставку на коррекционный откат. Но, по-видимому, волшебный физик уже в лонги по нефти залез. А серебро, здесь ставка на рост, но мы с вами видели и по сотам, там тоже ситуация на текущий момент такова, что по серебру ожидают движения наверх. Так, по золоту ставка тоже на рост, но она какая-то неуверенная, совсем слабенькая. Так, и природный газ, здесь ставка на рост, на коррекционный отскок. Друзья, ну это в общем-то все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Хороших выходных. До свидания.